Добрый день, друзья! Сегодня я буду отделять детку от материнского растения. Это орхидея Биглип. Знаменитые слова. История этой орхидеи насчитывает 2,5, а то и 3 года на канале. Было куплено сразу 5 биглипов, 5 орхидей. И я вам их часто показывала. И историю одной из 5 орхидей рассказывала очень подробно, потому что это была орхидея «Лунная серенада». Она сразу начала сбрасывать листья и погибла буквально через 2 месяца. Но я не буду останавливаться на истории «Лунной серенады», потому что истории об этих 5 орхидей, они собраны в плейлист, и я вам хочу оставить ссылку на первый показ всех 5 орхидей. Но я потом как-то еще один раз рассказывала, что 3 из этих 5 орхидей, они прекрасно себя чувствуют, цветут. На данный момент вот здесь позади меня цветет орхидея молния. Или далмантинец, ее еще так называют. Орхидея Аладдин, она тоже цвела, и тоже я ее показывала. И еще позади меня стоит орхидея, она на данный момент не цветет, показывать ее не буду, но это орхидея выражения. А вот знаменитые слова и орхидея «Лунная серенада», вот с ними случилась такая история. Первая орхидея «Лунная серенада», она просто развалилась, но и первый раз дала детку, и второй раз дала детку, и она жива до сих пор, эта детка. А вот эти знаменитые слова, ну, точка роста просто погибла. Вот пенек. Зато выросла прекрасная детка, большая. И вот ее-то мы и будем пересаживать. То есть все 5 орхидей живы, но по-разному. Давайте извлечем эту орхидею из ее еще покупного горшка. Я ее не трогала все эти годы. Она так и росла вместе с материнским растением в своем покупном горшке. Так, смотрим, какой интересный грунт был у орхидеи. Кусочки керамзита, кусочки коры, от моря подур, которые бегают. Вот она бежит, видишь? Успел поймать? Вот она бежит подура. Вот она. Торфяной стакан, наверное, был, потому что вот оплетка осталась от торфяного стакана. Даже пластик почти весь разложился. Он такой стал хрупкий. Вот видите. Так что торфяной стакан там был, но где он? Вот от него остались маленькие кусочки. Он тоже уже весь разложился и превратился, даже не знаю во что. Ну, в общем, короче говоря, вот этот торфяной стакан. Ох, подур тут сколько. Но при этом торфяной стакан не помешал жизни орхидеи. Так. Явно вот эти все старые и гнилые корни, это корни материнского растения. А вот эти молодые корни, корни, росшие в горшок, и воздушные корни, это корни детки. Детка ни разу не цвела, но зато росла. Давайте я сейчас сразу отделю детку от материнского растения.
чтобы было понятно, где старые, где новые корни, как мы ее будем сажать. Не забываем, что для отделения детки нам потребуется секатор, причем секатор чистый. Любым спиртосодержащим раствором обрабатываем лезвие секатора, чтобы не занести в срез патогенную микрофлору. У меня чистый спирт. После обработки 10-15 секунд ждем. Спирт испаряется с лезвия, и тогда приступаем к отделению детки. Как всегда, мне хочется сделать это одним движением. Но сначала нужно найти то место, где детка появилась на материнском растении. И это вот это место. Вот сюда ввожу лезвие секатора. И одним движением отрезаю. Отрезать-то я ее отрезала, но вот здесь есть корень, который растет. Вот видите, где пророс материнское растение, придется здесь еще сделать один надрез. Чтобы освободить этот корешок. Так, и теперь нам нужно аккуратно разъединить корни взрослой детки и материнского растения. Ну вот, понятно, что у материнского растения почти все корни погибли, а вот этот корень вот единственный живой корень у материнского растения. Так, буду ли я сажать эти корни? Нет. Это растение идет в утилизацию. И я вам недавно об этом рассказывала, почему я не сажаю такие корни старых материнских пеньков, растений. Потому что, во-первых, нет никаких почек. Вот была единственная, из которой выросла детка. Точки роста нет, один лист остался, но он поврежден был еще при покупке, и корней-то не осталось. Сажать здесь нечего. И ждать вот из такого пенька детку бесполезно. Ну, давайте посмотрим на детку теперь. Да, она так долго росла, что кое-какие корни у нее тоже уже постарели за это время. И вот эти бы два старых корня, самых-самых первых, которые она выращивала, я бы тоже удалила, потому что в посадке они тоже погибнут. И очень быстро. Они не нужны орхидеи. Есть воздушные корни, с которыми она будет прекрасно расти дальше. Все срезы, там, где я отрезала корни и отделяла детку, можно обработать корицей, молотой, толченым углем или, как я это делаю, 3% перекисью водорода. Убрать старые чешуйки от ствола. Все это зачистить.
Вы знаете, так как я это растение ни разу не разбирала, не промывала, я хочу опустить корни, чтобы их напоить, воздушные корни, сейчас в воду и хорошо промыть растение под струей воды. Ну и заодно напоить, конечно, корешки, для того, чтобы нам было удобно посадить орхидею, не сломав вот эти воздушные корни. И вымыть подур. Ну да, и подур заодно смыть. Вот это еще, вот этот корешок отрежу еще один. Дать перекиси буквально минутки 2-3 пошипеть, и потом можно поместить корни в воду. Видите, какие корни? Они плоские, без достаточного количества влаги. Вот сейчас я их напою. Может быть, она полежит у меня полчаса, может быть, час. Нужно дать возможность вот этим корням паренхиме. Веламен пропускает воду, а паренхима, губчатая структура корня, набирает в себя большое количество влаги. Вот дать ей хорошо напиться, наполниться, и тогда можно будет сажать орхидею. А ты чего пришел? Что? Поговорить. Поговорить. Все ушли мыть деточку. Скоро придем. Через час. Прошел час. Орхидея провела в воде целый час. После этого нужно почистить стволик. Бывают старые чешуйки. Видите, здесь какая-то есть чернота. Ее можно снять. После такого длительного времени пребывания в воде все старые остатки от листьев очень хорошо снимаются. Да и орхидейка и листиками плавала в воде, набрала тургор и листьями, и корни стали более плотные. Сейчас будет легко поместить в горшок. Сначала разберусь со стволом, а потом будем помещать орхидею в горшок. И посадка будет легкой. А корни при посадке я не сломаю. Так, ну, достаточно. Видите, как росла орхидея? У нее ствол уходит в сторону. Но хочется же посадить ее ровно в горшке. Так что на ствол я внимания не обращаю. Все равно эти корни еще плотные, поэтому сначала эти корни в горшок опускаются, а потом все остальные. И вот так очень легко и просто орхидея стоит по центру горшка, и все корни будут направлены
в горшок. Ну, за исключением, может быть, вот этих двух воздушных, которые растут вверх. И то при посадке я постараюсь направить их тоже вниз. Юлечка. Придерживая орхидею по центру горшка, насыпаю керамзит. Горшок 1,6 литра, двойной. Ну, а грунт у меня, как всегда, керамзит. Все об этом знают. Знать-то знают, но все время забывают только одно. Посадка в керамзит может быть только взрослой, здоровой орхидеей. Никакие реанимашки или после реанимации, или очень маленькие орхидеи в керамзит сажать не нужно. Им будет там сухо и некомфортно. А взрослая здоровая орхидея очень быстро адаптируется к такой посадке. Поэтому и детку на материнском растении я стараюсь дорастить почти до взрослого растения. Смотрите, это же уже невозможно назвать деткой. Это уже взрослое, здоровое растение. Все очень просто. Если ваша орхидея долго находилась в воде, не только корнями, но и листьями, не забудьте протереть пазухи листьев салфеткой или туалетной бумагой, промокнуть всю влагу, чтобы не допустить загнивания точки роста. Да, в природе орхидеи чаще всего наклоняются, растут в наклонном состоянии, и эта влага, которая попадает в точку роста, она вытекает. Но здесь мы же стараемся посадить орхидею ровно, красиво, так, как нам нравится. И эту влагу, которая попала в точку роста, нужно убирать. Полив орхидеи буду делать после того, как видимые корни просохнут. Но о поливах я рассказываю часто. Оставлю видео, в котором я подробно рассказываю о разных системах поливов для орхидей. Скорейшая адаптация этой орхидеи. И очень хочется увидеть ее цветение, потому что она за эти 2,5 года ни разу не цвела. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.